Приветствую вас, друзья, на канале Чуча ТВ Лайв. Снимаю вживую, как говорится, свой балкон. Сегодня будет несколько лайфхаков, которые вам облегчат работу в 3D печати. Прошу прощения за такой вот беспорядок. Это рабочая обстановка. Здесь происходит сейчас печать. И немножко хочу рассказать о поверхности стола. Потому что раньше у меня стояла ультрабаза. К сожалению, она накрылась после очередной многочасовой печати. Детали вместе с кусками пластика просто оторвались, и, соответственно, уже теперь эта поверхность никуда не годится. Я перевернул на обратную сторону, и результат повторился. То есть слишком большая мощная адгезия была, и из-за этого произошло нарушение поверхности и целостности нашей ультрабазы. Конечно, как вариант можно заменить на обычное оконное стекло, у меня оно даже есть, но я решил опробовать магнитную поверхность. Вот такой вот энергетик 3D, как стоит на Tronce XY2 Pro. Дело в том, что эта магнитная поверхность мне очень нравится за счет того, что она, видите, легко снимается, и благодаря изгибу деталь сама отваливается. Ничего нигде не нарушается, не отрывается, куски там материала не остаются с деталью, и это очень удобно. Поэтому я решил поставить точно такую же на нашего медведя. Подобрал по размеру, подошло практически идеально, буквально выпирает на каких-то там 3-4 мм по краям, что для нас вообще не критично. А так в целом покрывает полностью область рабочую, и это самое главное. Остается только запустить на печать и проверить, как она работает. Но дело в том, что перед тем, как отправить на печать, желательно выставить все углы. А для этого лучше использовать более точный инструмент, такой как часовой индикатор. Дело в том, что в данной конструкции стола я использую не 4 регулировочных барашка, а 6. У меня один идет еще по центру и один спереди, потому что были прогибы, и тем самым я убрал вот эти вот изгибы. И чтобы выставить эту поверхность 6 барашками, желательно использовать вот такой вот часовой индикатор, потому что бумагой и щупами выставить будет достаточно сложно, именно точно. Самое главное, что никакого дополнительного крепежа для установки его не нужно. Мы берем обычный саморез или винт и прикручиваем к корпусу нашей обновленной головы, которую я разработал. То есть за вот это вот ушко часового индикатора. При этом держится достаточно надежно, никаких отклонений и сбиваний не происходит. Это очень удобно использовать такой вот часовой индикатор, потому что он позволяет нам максимально точно измерить нашу поверхность и выставить ее. Что касается стабильности калибровки стола, то здесь проблем у меня вообще никаких нет. Калибрую его максимум там раз в 2-3 месяца. И благодаря этому можно делать многопоточную печать без остановок, там 24/7. Надеюсь, друзья, это видео вам поможет в работе. Не забудьте подписаться на канал. С вами был Макс. До новых встреч. Пока-пока.